Приветствую всех на моем канале. Друзья, сегодня я испеку очень вкусный, мягкий, ароматный пирог. Рецепт я взяла из тетрадки своей мамы, и там он записан как лимонный пирог. Разбиваю в миску 3 яйца, добавляю щепотку соли и взбиваю венчиком 2-3 минуты. Добавляю стакан сахара 180 грамм и тоже взбиваю 2-3 минуты. Вы можете взбивать миксером по 1-2 минуте. Я решила сегодня взбить венчиком. Добавляю 250 грамм сливочного масла мягкого и хорошенько перемешиваю. Всыпаю 500 грамм муки. Муку я всегда просеиваю. Добавляю пол чайной ложки ванилина и 1,5 чайной ложки разрыхлителя. В тетрадке у моей мамы записана чайная ложка соды, гашеная уксусом. Можете использовать соду. И начинаю замешивать тесто. Подсыпаю муку. Выкладываю тесто на стол. Замешиваю в течение 2-3 минут. Когда тесто перестает липнуть к рукам, оно готово, и я отправляю его в холодильник на 20 минут. Пока оно будет в холодильнике, я приготовлю начинку. Для начинки мне понадобится лимон с тонкой мягкой кожурой. Его нужно будет очистить от косточек и вместе с кожурой прокрутить через блендер или через мясорубку. И 600 грамм яблочного повидла я смешиваю с лимоном. В тетрадке у моей мамы написано, что лучше всего подходит либо яблочное повидло, либо айвовое. Но у меня сегодня яблочное повидло. Вот. Начинка готова. Вытаскиваю охлажденное тесто из холодильника, подсыпаю муку и замешиваю еще где-то около минуты. Формирую такой одинаковой толщины батон и делю его на равные 4 части. 3 части я уберу в холодильник, а 1 часть буду раскатывать. Подсыпаю муку, тесто не должно липнуть, и раскатываю его в прямоугольный пласт по размеру своего противня 27 на 30 сантиметров. Раскатываю не слишком тонко, где-то 3-4 миллиметра толщиной. Переношу тесто на противень с пергаментом. Поправляю его где нужно, разравниваю. Друзья, все ингредиенты и граммовки для этого рецепта будут внизу в описании под видео. И обрезаю лишние края. Из этих обрезков получится еще один небольшой кусочек для 5-го коржа. Он пойдет наверх для посыпки. Накалываю вилкой, отправляю в духовку на 7 минут при 190 градусах. Вот такой светлый корж получается. Он пропеченный, но светлый.
Второй корж я уже раскатала, тоже отправляю его на противень, обрезаю, накалываю вилкой и тоже на 7 минут в духовку. И так делаю со всеми 4 коржами. Первый корж, пока еще горячий, смазываю начинкой повидло с лимоном. Обязательно нужно смазывать в горячем виде, в теплом виде. Минуты 3 дать ему остыть и сразу смазывать, иначе он потом засыхает и дольше пропитывается. Второй корж готов, я его вытащила из духовки и кладу сразу же на первый промазанный корж. И также буду его промазывать джемом. Вот у меня уже последний корж испекся. Я его кладу горячим на все промазанные коржи и также промазываю джемом. Это у меня последний, 5-й корж из обрезков. Я его раскатываю, отправляю в духовку тоже на 7 минут. Он пойдет у нас на посып. Вот он уже готов. Я ему дала полностью остыть, он становится твердым, из него можно сделать крошку. Можно измельчить его в блендере, я сделала это скалкой. Такая крошка получается, ей я посыплю верх пирога. Все, пирог я посыпала крошкой, и он готов к употреблению. Разрезаю его на кусочки. Края такие же вкусные и мягкие, как и весь пирог. Я нарезала на кусочки, чтобы сделать фото и показать как вариант подачи на стол. Все, его можно сразу есть. А я желаю вам хорошего настроения и удачной вам выпечки.